У меня были даже Близнецы. 4. А, даже 4? Даже 4 То есть это разум. сразу. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Панама-Сити на сегодняшний день? Сегодняшний день я гинекологом, и я работаю в государственной госпиталь Сигур-Социаль, Санто-Томас. Сан-Томас. Ага. Санто-Томас, но имени в институт, Горгас институт Мгм. Я для науки. Там именно я работаю как следующий, как инвестигатор. Ну, как врач. Врач тоже, но у меня тоже я делаю исследования. Функциональное исследование. Ага, И УЗИ делаете. да. Это там вы делаете платно, бесплатно? Там бесплатно. Сан-Томас. Санто-Томас. Институт Горгас – это институт наука, а мы даем наша работа к госпиталю Санто-Томас. То есть Санто-Томас обслуживает этот институт, правильно? И вы там, соответственно, работаете. Где вы образование получили? Я училась в Беларуси. Сначала была в Ростов-на-Дону, потом переехала к Минск из Беларуси. Это какой год был? Не надо год. 40 год тому назад. 80-е или 90-е? Ну, в 79 году я. В 79-м. Хорошо. И сколько лет обучались в СССР? В СССР было 7 лет. Первый год это год изучения русский язык, а потом 6 лет в институт. 6 лет. Вы сами выбрали гинекологию направление или нет? Там я учила общей медицине. Общую медицину. Я получила здесь, в Панама, как гинекологом. Здесь 3 лета. То есть вы там закончили общую медицину, врач, приехали сюда и здесь еще доучивались на гинеколога. Доучивала гинекологом, а потом 2 года тоже была в Мексике и учила инфертилити. Вы еще в Мексике учились? По поводу СССР, вы там практику проходили по окончанию или сразу? Нет, сразу я приехала в Панаму. Сразу в Панаму приехали. Тяжело было учиться в СССР? Тяжело. Сначала трудно, потому что я ехала туда без знания языка. Проходила год, но люди там были очень хорошо, они нам помогали, чтобы мы разговаривали быстро, потому что каждый раз, когда мы были или в аптеке, или в столовой, где были, всегда они стараются, чтобы мы говорили по-русски. И они делали, что мы повторяли, как должен быть. Например, если мы хотим купить хлеб, они сначала мы сделаем так, показали, что мы хотели. И люди всегда говорили, но это называется так, вы скажете так, и они делали, что мы разговаривали побыстрее. Помогали, да. Поэтому первые 3 месяца мы уже говорили по-русски. Нам сделали наш первый экзамен на разговор и получились хорошо. Вы обучались в СССР, в Панаме, Мексике. Как считаете, где образование хорошее? Нет, не могу. Где оно выше, где оно отстает? Но было разные времена, Да. поэтому я не могу сказать.
Мне было трудно, когда я приехала здесь, в Панаме, чтобы включать. Ну, Вот. чтобы включиться в работу. Да. Потому что здесь было немножко, некоторые были выше, чем я получила там. То есть здесь была квалификация какая-то выше, чем Да, в СССР. чуть-чуть выше. Но все равно я получила все дипломы, которые нужны получать. Но я думаю, что проблем был, что я училась на другом языке. Мгм. И когда я приехала сюда, я должна переводить Все это на испанском. на испанский, да. Поэтому немножко было труднее и понимать, и сначала мне было трудно, но я получила одинаковый уровень. Те, которые учились здесь и получили свои дипломы здесь. У нас были первый год, это первый интернат. У меня тоже были вокруг хорошие люди, которые помогали, но некоторые тоже говорят, что уф, ты из Союза, я не хочу ничего с тобой. Были такие. Но были другие, которые всегда открыли возможности, чтобы помогать и чтобы говорить со мной. А вот пациенты, панамцы, которые к вам приходили, они в приоритет ставили врачей, которые в СССР обучались, или им без разницы было? Им без разницы. Им без разницы. Да, потому что, как я вам говорила сначала, обычно такие пациенты, которые другие, мои друзья или знакомые, его Пригласили. пригласили ко мне. Поэтому они очень, очень хорошо останутся со мной. Насколько знания, полученные в СССР, вам сегодня помогают в вашей работе? Много, потому что это было... Это основа была. Основа, да. Основа. Я очень благодарю эту возможность, потому что я получила стипендию от Союза. Если бы я была здесь, в Панаме, я, наверное, не была сегодня врач. Поэтому Почему? Потому что трудно было выступать в университет, когда я хотела. У нас были 200 студентов, которые учили, чтобы поступить в университет. И только было 60 мест. 60 мест. То есть было легче поступить в СССР, чем в Панаме? Да, потому что я получила стипендию, чтобы ехать в Союз. Через международные женские организации я получила это стипендию. стипендию. А сколько человек на место было, чтобы можно было в СССР ехать? Тоже желающих много было? Желающие, то вы должны иметь хорошие квалификации и должны списать какой-то документ, чтобы смогли поступить. Были много, которые хотели, но не смогли. Не то, что хотели, смогли. Потому что они должны смотреть, как ваша квалификация, как была ваша школа, сначала школа. И так. Но, что я могу говорить, что много тоже ездили туда. В это время было открытие этой возможности, потому что до нас были меньше людей, которые хотели ехать. Но как я вам говорила, что если я осталась в Панаме, наверное, сегодня я не была бы
Врачом. врачом. Поэтому я очень благодарю. Это, СССР дало вам возможность стать врачом. да, да. И там я узнала люди из многих стран, Туда едут. да, которые ездили, тоже со мной были люди из Африки, Нигерия, Гана, Эфиопия, были из Вьетнама, это Из Вьетнама. Вьетнама, тоже из Палестины, тоже были из Чипры, много людей. А вы между друг другом на каком языке общались? По-русски. А когда некоторые говорили английский, я говорю английский язык. Поэтому это было интересно, потому что сначала, когда моя преподаватель там, Алла, я помню, она не говорила по-испански, она говорила только по-английски и русски. А я должна, в моей группе было мы были 5. 3 из Эквадора и Панама 2 из нас. Сейчас он работает в Бокас-дель-Торо, который со мной училась. А никто говорили ни по-английски, ни по-русски. И преподаватель должна говорить мне на английский, и я передавала им на испанский язык. Так мы начали. Переводчик. Да, я была переводчиком. Да. Возвращаясь к гинекологии. Вот вы выбрали гинекологию, и на сегодняшний день расскажите, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь? Вы ведете только консультационный прием, либо вы тоже осуществляете роды? Обе. Все, да, делаете? Да, я делаю то. И сейчас как раз по воскресенье у меня будет фертилизация инвитро. Да, это женщины, которые не могут рожать, иметь детей, не только рожать, иметь детей. И которые ее оплодотворяют, да? Да, мы это сделаем наружу. Снимаем от этой женщины ее овулус и сперматозоиды наружу, да. И потом поставим внутри. Это как называется по-русски? Ну, искусственное оплодотворение. Искусственное оплодотворение. Вопрос. Сколько на сегодняшний день вы приняли живых родов? Сколько? Да, родов приняли. Лично. Смотрите, фотографии. Ну, может, у вас журнал есть какой-то, где вы записывали каждого? Нет? Нет, я это не сделала. Но первый, когда я закончила акушерство, гинекологию акушерство, я принимала около 100 родов. 100 это в месяц или как? Нет, 100 в год. 100 в год. Угу. А потом зависит от человека, но обычно здесь эти фотографии это от всех детей, которые я помогала матери, которые не могут иметь детей. Ну, таких много, вот, которым мы помогали, искусственное оплодотворение? Ну, могу говорить, 100? что много. О, даже больше. Даже больше. Потому что эти фотографии, те, которые я принимаю здесь, а те, которые в госпитале Санто-Томас, обычно у меня нет фотографий от них. Потому что это... Это больничные клиенты. Да. Это ваши клиенты. Ага. И со всеми женщинами, которые к вам обращались по искусственному оплодотворению, все удачно обошлось? Или были какие-то моменты, не у всех получилось? Сбивают все. Ну вот, по вашему опыту. Потому что это не 100%. Ну да, да. Ну, есть общие
который всегда помогает. И они чувствуют, что я даю все, что должна давать, чтобы помогать им. А как считаете, в чем проблема? Большинство женщин не могут иметь детей. С чем это связано? Здесь, в Панама, первое, я думаю, что это потому, что они есть такая болезнь, называется enfermedad поликистика оварио. Я думаю, что это первое место. Первое место. Да, который у женщины нет овуляции. Да? И если нет овуляции, нет возможности. Ну, это родственно, генетически, да? Нет, это не то родилось так. Это обычно, потому что есть такие заболевания от инфекции. Может быть хламидия, может быть гонорея. Ну, это значит незащищенный секс от него же. Зависит от секса иногда, который тоже. И поэтому получается, что закрывается это. Ну, плюс несвоевременно обращаются к врачу. Не болит, и ладно. А когда нужно уже детей рожать, вспомнили. Когда нужно, когда хотят детей. И вспомни, когда уже после 35-36 лет. Тогда вспомни. Уже тяжелее лечить. И не у всех лечится. Да. Но обычно эти заболевания бывают без какие... они не чувствуют, что есть это заболевание. Ну да, дискомфорта не дает. Не дает никакой дискомфорт, поэтому они не проходят к врачу. И получается, что последнее время идет, и тогда эта связь закрывается и невозможно. В каких больницах вы принимаете роды? Все здесь в Панаме. Сан-Фернандо, Националь, клиника Панама, Панама клиник, Пасифик. Пасифика Салут. Ну, в Панама клиник, наверное, дорого, да, из-за того, что там палаты дорогие. Остановка очень дорогие, наверное. Но зависит, потому что у них бывают пакеты. Я думаю, что клиника Панама это самые новые из всех остальных, которые я вам говорю. Поэтому она может быть чуть-чуть дорогие, но разница, они как все похожи, сколько чтобы быть в этой больнице. Вы когда принимаете роды, у вас есть ассистент, педиатр, анестезиолог, как вы работаете? Я всегда работаю с одним педиатром, если нормальный родом, с педиатром. Если кесарево сечение, тогда я работаю с другой ассистентом, анестезиолог тоже есть и педиатром. Наша компания предлагает медицинскую помощь в Панаме и Латинской Америке. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и других странах, а также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан. Одним из наших главных приоритетов является здравоохранение наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи, которые известны своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши клиенты могут быть уверены, что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь, осуществляемую опытными медработниками. Что такое Росмедицина и чем она занимается? Это скорая медицинская помощь за границей, экстренная госпитализация неходячих больных, медицинская эвакуация пострадавших вертолетов, санитарная транспортировка на родину, а также медицинский туризм, консультация врачей и лечение различных заболеваний. Дополнение, роды за границей и оформление гражданства для детей.
Почему стоит обратиться в Росмедицину? Потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг, лицензирована и сертифицирована. Мы организуем встречи в аэропорту на машине скорой помощи, либо автомобилем реанимации. Сопровождение психологом, владеющим на 3 языках – английский, испанский, русский. Имеются проверенные действующие травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. Более 3000 довольных государственных учреждений и производственных предприятий. Заключение договора с клиникой Росмедицина дает гражданину возврат 13%. Возможность получения 10% скидки на авиабилеты в Латинскую Америку. Если вы путешествуете или работаете за рубежом и нуждаетесь в медицинской помощи, наши доктора готовы организовать срочное лечение за рубежом. Требуется медицинская помощь высшего класса. Ссылки и контакты в описании под этим видео. Двойняшки часто рождаются? У меня были даже Близнецы. 4. А, даже 4? Даже 4 То есть это разум. сразу. И какого веса они были? Но они были около 1 килограмм каждый, половина. Но эти, которые 4, они должны были в госпиталь месяц или даже половина месяца. Все здоровыми родились. Да. И все мальчики? Нет, 2 мальчики, 2 женщины. Мальчики, 2 девочки. Девочки. И тоже 3, там есть фотография, а 3, этих 3 были мальчики. Ага, 3 мальчика. Да. Так а самой маме, женщине тяжело было? Так с таким животом, наверное, было? Да. Они должны... Вот это с 4 она должна была в больнице даже месяц до рода. Угу. И это, которые 3, они были как 34 недели приблизительно. На сегодняшний день у вас как бы колоссальный опыт в плане родов, вы еще УЗИ сами делаете, у вас нет дополнительного врача, вы сами УЗИ делаете, правильно? И сами расшифровываете. А ассистентов и дополнительных врачей, педиатров, анестезиологов вы привлекаете. Вы сейчас кому-то передаете свои знания? Или как? Да. У меня в госпитале, у меня резиденты и у меня студенты в медицине, которые я... То есть вы преподаете? Да, я преподаю. Вы преподаете в медицинском университете или в клинике просто? Нет, я работаю тоже для Universidad Latina и тоже нас резидентов из разных больниц в Панаме. Ага. Бывает из Чiriquí, из Лос-Сантос, из Коломбо. Ну, это вы Они как, приходят к нам в клинике, и мы преподаем им. вы как курсы делаете, правильно? Это не высшее образование медицинское, а просто курсы повышения квалификации. Нет, они должны быть с нами там в инфертилидad около 2 месяцев каждый. 2 месяца. Да. А эти студенты из Латина, они приходят неделю в клинике. Сначала я преподаю им именно, что они должны знать. Ну, сначала теорию. Теорию, и потом Практика. они приходят на практику. Гинеколог, эти резиденты гинекологи, они будут на будущее, они будут гинекологом. Они бывают 2 месяца к нам там в клинике инфертилидad. К вам часто обращаются русскоговорящие? Не часто, не Часто. так часто. А может быть, в будущее, как вы говорите, будет. Может, в будущее будет. А в основе к вам обращаются панамцы или есть и из других стран тоже, там Колумбия, Венесуэла? Здесь приходит много из Колумбии, из Венесуэлы, из Никарагуа. Они сюда приезжают рожать или живут здесь? Живут здесь. Они приходят сюда, чтобы
потому что для них здесь жизни легче, лучше. И если, а тоже Республика Доминикана also. Из Доминиканы тоже. Sí, Доминикана тоже. Это в основном, которые находятся здесь. Колумбия, Венесуэла, Доминикана, Никарагуа. И Гватемала даже, но меньше. Мгм. Ясно. А вообще, как нужно женщине, девушке, по вашему опыту, по мнению гинеколога, подготовиться к родам? Что можно, что нельзя? Дело в том, что когда находится в адолесценции, когда инiciает, когда женщина начинает жизни, половой жизни, да, некоторые бывают, что сменяет ее. Меняет несколько партнеров. Ага. Я думаю, что это практика, что на конце концов может быть не отрицательно к иметь детей. Да? Я думаю, что когда начинает половой жизни, нужно думать хорошо, с кем будет иметь это. Потому что может в конце иметь, она может сожалеть, что она имеет много детей от разных мужчин. Да? Это в одном. Тоже нужно всегда уходить к врачу, чтобы знать, как здоровье. Да? Потому что бывают женщины, если менструация не получается каждый месяц, нужно знать почему. Да, это первое. Если есть боль во время менструации, тоже нужно знать почему. Потому что бывает заболевание, которое называется эндометриозис, и это заболевание в конце концов не дает возможность, чтобы женщина может иметь детей. И если она не ходит к врачу рано, тогда это будет хуже для нее. Она может думать, что это что бывает боль, но это нормально, как говорит наш бабушка. Это нормально, но это не нормально. Нужно идти к врачу и знать, почему это, потому что это нормально. Раньше даже дома рожали, никуда не ходили. Время меняет. Время меняет. А раньше люди не жили столько лет, которые сейчас они хотят, которые живут. Да, не, раньше даже люди больше жили, чем сейчас. Раньше. А к вам обращаются с абортами? Я по нормам, я не делаю я сама это. Но бывают людей, которые приходят и хотят знать. Если одна женщина, она думает, что она должна иметь аборт, она будет сделать это, несмотря что вы говорите. Я всегда скажу женщине, что если она будет делать, чтобы сделать хорошо, не используя такие средства, которые не дают твердости, что это будет кончать хорошо. И если она будет сделать, пусть будет госпиталь. Но я сама нет, потому что, как вы видите, я стараюсь, чтобы женщины имели детей. Но я не буду наказывать те, которые решили иметь аборт.
А вероятность, что женщина забеременеет после аборта, высока или уже низка? Это она может беременеть после Может? аборта. Да, да. И как я вам говорила, те женщины, которые имеют enfermedad поликистика, они обычно первые беременности, они кончаются абортом. Мгм. Потому что у них бывают короткие cuerpo и обычно они не знают, что это заболевание есть, и это ребенок не растет как надо. И она может иметь аборт, спонтанный аборт. Поэтому... Неожиданно. Да, поэтому нужно всегда с самого начала, когда она знает, что она в беременности, она должна быть врачом. Правильно? Вы говорите, что раньше не бывает все, что бывает сейчас, но это, что сейчас бывает, это потому что нужно, чтобы было лучше для каждой женщины. Сколько дней женщина находится в клинике при родах? 1, 2, 3 дня? При родах даже мы очень-очень мало принимаем, это и больше день. Мгм. То есть сутки? Да. Сутки, потому что это время, когда она должен рожать. Да. И после рода, если рода нормально, она обычно встает 2 или 3 дня. Мгм. Если кесарево-сечение, тогда 3 дня. Мгм. Обычно мы сделаем, чтобы она побыстрее стояться и начинает, чтобы она не была компликаций. Ясно. У меня тоже микроскоп, чтобы смотреть сперм Я для понял. мужчины. А здесь, когда нужно сделать инсеминацию, это тоже есть. Скорую помощь часто вызывает народы? Скорая помощь? Или все беременные сами приезжают в клинику? Ну, бывает ситуация экстренная, и женщине становится плохо, воды отходят, и она говорит, вот-вот-вот, и приезжает скорая помощь. А скорая помощь помогает? Помогает? Да. Они могут принимать роды, если... Ну, они могут приехать и Приехать и подвезти клинику. тоже в клинике. И если в течение времени получается, они могут принимать тоже. Ну, тогда ее просто роды примут, ее уже в клинику не ложат, просто оформляют документы и домой отпускают или как? Нет, она должна идти Все равно в в клинику. клинику. Да, она должна. Даже если в машине скорой помощи родилась, все равно в клинику. Все равно в клинике. Потому что нужно ребенка смотреть, к специалисту, нужно сделать курс инъекция против тетанос и таких, поэтому нужно. После того, как женщина родила, какие рекомендации вы, как гинеколог, дали бы, чтобы ребенок рос здоровым? Что стоит есть, что стоит делать и так далее? Самое главное – давать матери молоко. Да? Материнское молоко. Материнское молоко. Это самое-самое главное. И я всегда рекомендую, чтобы она изучает ей, как нужно принимать ребенка, как нужно давать груди к ребенку, потому что это первых дней ей очень трудно. Они не понимают даже, как держать ребенка. И все это я ее подсказываю и показываю, чтобы она сделала хорошо. И самое главное это кушать все.
Все кушать. Да. Потому что надо давать эту информацию ребенку. Не только когда она беременная, я ей говорю, что нужно обычно кушать все. Немного, потому что если она кушает много, она будет вес будет укрепляться, и это тоже не хорошо для беременности. Но чуть-чуть чуть-чуть молоко, яиц, мясо, все она должна. До какого возраста стоит кормить ребенка грудью? Здесь мы стараемся до года. До года. Ага. И обычно хорошо, если 6 месяцев, но до года нужно. Даже здесь в Панаме есть закон, что если мать работает, она имеет 15 минут каждый час, чтобы она смогла или взять молоко из груди, или давать грудь ребенку. Если она не делает через часа, то она может уходить из работы 1 час до конца, чтобы идти дома и давать грудь ребенку. Государственно это бывает, это закон говорят, да? Закон, чтобы... А есть такое, что детям, родившимся в Панаме, дают там, талоны раньше были, да, в СССР, питание детское, там, молоко, либо кефир. Есть такое? Есть, бывает, но мы стараемся, чтобы давали грудное молоко. Не, это да, но я имею в виду не когда он родился, а, допустим, там, до 2, до 3 лет поддержание как бы семьи, и государство дает возможность получать молоко либо молочные продукты. Нет такого? Нет, нет. Когда в школе если находится в государственной школе, дает детское питание те до 8 или 10 до 8-9 лет. Государство дает, написано, я не знаю, если вообще дает, но говорят, что все дают, такие, что нужны. Как часто нужно приходить к врачу на консультацию после родов? Обычно я делаю, что она через первую неделю после родов, чтобы знать, как она действует с детей, как если матки сокращают. Да. И неделю. Потом, после месяца, чтобы опять знать, как она проходила, и тоже как, потому что если она не дает молоко целый день, то потом она, наверное, будет иметь опять возможность иметь других детей. Тогда мы даем консультацию по планификации. Ну, в общем, нужно через неделю, потом через месяц. И потом 3 месяца. Через 3 месяца. И в эти посещения, когда к вам приходит пациент, вы делаете УЗИ? Если нужно, да. Но не нужно. Но не нужно. Ну, если что-то дискомфортит, тогда делаете УЗИ. Да. Ну и ребенка вы уже смотрите тоже, или его уже смотрит неонатолог? Неонатолог. Неонатолог. Вы только женщину смотрите? Да. Но обычно они приходят вместе, да, с детей. Я понял. Как ситуация происходит, если вот у нас был ковид, и женщина беременная
Она заболела ковидом. Как принимаются роды? COVID? Да. Как, как то, что принимает, и так и Так и принимает. принимаете. Да, да. Когда была COVID, у меня были некоторые женщины в больнице, и я маски, все, что нужно, халат специально сидел. Но ребенок тоже рождается больной или как? Вот женщина болеет ковидом, а ребенок каким не рождается? всегда, не Не всегда. Нет, не всегда детей. Но есть случаи, когда тоже рождается больным ковидом, да? Да. Но меньше, меньше. И И особенно такие, которые не имели прививки. И как в этой ситуации вы действуете, если вот женщина болеет ковидом и ребенок родился ковидом, как его? Сразу же лечить надо? Да, Да? да. И всегда есть, она будет находиться в месте, где все больны. Ну, отдельный бокс. Отдельный бокс. И ребенка так же. По вашему опыту были случаи плачевные, когда ребенок рождался мертвым, недоношенным? Очень редко. Очень редко, но недавно у меня была одна женщина. Ее ребенка был 25 недель. Но я не принимала, но я ее отправила в больницу. Ага. Там но я всегда ходила каждый день, знать, как она будет. Потому что это очень трудно для женщины. 22 уже она уже чувствует ребенка. Ей будет очень трудно. Что я должна ходить, чтобы поддерживать ей на этой моменте. Разница городских больниц, роддомов и частных чисто по сервису или по оборудованию? По обе. И то, и другое, да? То и другое. Потому что в частной больнице женщина должна, она будет один в Отдельно квартире, лежать, да. отдельно лежать. А в общей, наверное, будет 5 или 6 женщин. Ну и по оборудованию там как вообще все Но одинаково? все одинаковое. Всё У нас в Санто-Томас имеет все возможное. Есть УСИ, есть монитор, Ага. все. Ну и скорая помощь там тоже вот приезжает Да, рядом стоит. да. И врачи тоже. Вы принимаете и в городской, и в частное, тот же самый врач. Да, тоже. Какие рекомендации вы бы дали женщинам, которые хотят прилететь из-за границы, рожать в Панаме? Что нужно соблюдать, особенно дальний перелет? За какой промежуток времени нужно вылетать? 6 месяцев. Когда на 6 месяце беременности? До 6 месяцев. До 6 Да. месяцев. Больше Позже я не рекомендую. Рекомендуете? И тоже самолет не дает, не выпустить. Ну да, не выпускает. Ну просто у кого-то такой живот, а у кого-то не очень. Всех по-разному. Ну, обычно до 6 месяцев. А А после это очень трудно. после того, как она родит, когда можно улетать ребенку, сколько должно быть? Я считаю, что должен быть месяц. Месяц ребенку. Да, месяц или 1,5 месяца. Ну, потому что она будет очень... Зависит от где. Может быть, это лететь не будет долго. Ну вот если лететь в Россию, там В лететь России там далеко. 8, да. А я считаю, что даже будет 3 месяца лучше. Потому что она не будет сидеть так долго. И ребенка будет требовать молоко каждый час, Поэтому 3 месяца. Первый перелет ребенка в самолете будет. Да, да. Как это влияет вообще вот на ребенка вот такие перелеты на здоровье? Может, ей может влиять
перепонки. Да. Поэтому иногда педиатрам рекомендуют давать чуть-чуть лекарства, чтобы они были спокойнее, чтобы этот звук не будет сверху. Хорошо. Вот такое интервью у нас получилось с врачом-гинекологом. Так что потребуется помощь, обращайтесь, все контакты в описании.